Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Бывало у вас так? Увидели интересную идею, хочется немедленно начать, а вам говорят: стоп, ничего у вас не получится без нашей прекрасной линейки, раскроенного ножа и мата. Ничего личного, бизнес. Но мы же рукодельницы. И разве нас это остановит? Нет линейки, шаблона равностороннего треугольника с углами 60 градусов. Обойдемся без него. Нет транспортира. И не надо. Нет специальной линейки для пэтчворка. Берем обычную школьную линейку треугольник. Там как раз угол 60 градусов. Ничего нет. Листочек в клетку найдется. Считаем клеточки. 5 клеточек вверх, 3 в бок. Вот и получается нужный угол. Ставим отметки. А дальше уже продолжаем эти лучи в стороны равностороннего треугольника до нужного нам размера. Выкройка самая простая. Из клеевого флизелина выкраиваем треугольники. И сегодня в работе небольшие узкие кусочки ткани. Работа с ними самая простая. Нашиваем их на треугольники из клеевого флизелина. Форма тоже простая. Шей до шей. Шьем сразу много, все заготовки. Если позволяет длина полоски, то работу с ней продолжаем и на следующие детали. Ничего специально не выкраиваем. Этот блок интересно смотрится, когда в нем несколько узких полосок разного цвета. Девочки, меня постоянно в комментариях спрашивают, где я беру ткани для работы. И в каждом видео я отвечаю, заглядываю в интернет-магазины. Вот, например, в интернет-магазине «Любимый Василек». Обратите внимание на бязь с очень крупным рисунком. Можно взять буквально 1 метр. И в вашем распоряжении огромная цветовая палитра. Палитра, да не пол-литра. А мне в этот раз понадобилась ткань-дорожка для кухонных полотенец. Скоро уже 1 сентября. Детям на физкультуру нужны белые футболки. И носочки тоже пригодятся. И, конечно же, утепляемся, делаем запас теплых колготок. Верблюдов у меня нет. И верблюдей тоже. Караваны здесь не ходят. Пусть хоть колготки будут с верблюжьей шерстью. Знаете, нас постоянно пугают эпидемиями. Моем руки, а маленькая махровая салфетка всегда пригодится. А вообще, самое полезное для здоровья – это баня. И самим сходить, и все неприятности туда послать. Главное, чтоб полотенце новое было. А после баньки и на чистые простыни спать лечь. Ой, верблюжье одеяло. Смотрите, из чего оно сделано. Верхний слой простеганный с верблюжьей шерстью, а внутри наполнитель. Поэтому одеяло легкое и теплое. И что-то соскучились мы по гобеленовым покрывалам. А ведь это так красиво.
Не буду распаковывать, это подарок. Кстати, всем моим подписчикам по промокоду POLY10 будет скидка 10% на ткани на отрез. Когда площадь треугольников закрыта, тщательно их проутюживаем. Цветные полоски мы нашивали на клеевую сторону, а сейчас все проклеивается и укрепляется. После этого подравниваем готовые детали, ориентируясь на края клеевого флизелина. Отрежем лишнюю ткань. Получились очень интересные заготовки. Полосатенькие. Но сами понимаете, что сплошные полоски дадут нам только рябь в глазах и головную боль. Надо вносить какой-то дополнительный однотонный цвет, который бы объединил все это мельтешение. Возьмем уже знакомую вам темно-синюю перкаль и ко всем сторонам темно-синих треугольников пришьем наши полосатые заготовки. Обратите внимание, как и в какую сторону обращены полоски. Закрыли одну сторону треугольника, детали разворачиваем, швы расправляем, шьем дальше. Готовые большие треугольники тщательно проутюживаем. Смотрите, детали получились очень интересные. А теперь уже можно и немного с ними поиграться, поперекладывать. Ищем тот вариант, который нам больше всего понравится. У меня запаса терпения, лоскутков и флизелина хватило только на 8 таких деталек. А представляете, какое интересное полотно может получиться, если его еще увеличить? И, конечно, главный вопрос – как сшивать? Соединять будем попарно, примерно 6 мм, не дошивая до края, до острого угла. Еще один момент. Надо тщательно совмещать стыки треугольников. Посмотрите, где именно идет пересечение. Можно даже в это место воткнуть иголочку. Смотрите, вот соединение двух деталей. А так выглядят уже 6 деталей, сшитых вместе. Ну что сказать, красота. И чувствую, что надо мне и дальше продолжить работу. Хочется сделать что-то большое и теплое с этим блоком. Шьется на удивление легко и просто, а смотрится очень эффектно. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!